Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира и добра и благодатной погоды вам. Сегодня у нас агрогороскоп посадки картофеля в мае 2022 года. Время киевское. Я сейчас вам назову эти даты. И эти даты самое лучшее время в июне месяце. А затем объясню, почему нужно собраться силами. Естественно, там, где уже снег растает, по мере возможности посадить в другое время. Но давайте рассмотрим вот этот агрогороскоп. Один хороший период, небольшой, после сожженного пути полнолуния, это убывающая луна уже в Козероге и солнце в 26 градусе Близнецов 16 июня с 15 часов до 21 часа вечера. Вот это можно будет посадить картофель. И в конце месяца очень хороший период у нас будет. Солнце со 2 по 4 градус Рака и убывающая луна в Тельце. Очень хорошее время, 23 июня с 15 часов 30 минут до конца суток, 24 июня все 24 часа, 25 июня с 0 часов и до 21 часа. Но впервые я все-таки сталкиваюсь вот с таким календарем, агрогороскопом, когда вот такой поздний период посадки картофеля в июне месяце. Если кому-то это пригодится, у кого будет еще холодно, используйте этот календарь. Но я хочу объяснить, почему так происходит, и рассмотрим еще картину всего периода июня-июля для того, чтобы вы могли понять вот мое решение и рекомендацию такую. Вот смотрите, посевной агрогороскоп на июнь 2022. И получается, начинается месяц в растущей луне в знаке Рак. Да, можно посадить сразу после новолуния, но этот картофель будет болеть. 1001 обработка в летний период. Картофель не лежит больше месяца, самое большее это 1,5 месяца, но мы были годы, когда использовали этот картофель, варили, у нас были животные, мы кормили картофелем животных, чтобы он не пропал. Нет смысла вот этот период высаживать. Затем это периоды, когда вот во льве, это все растущая луна. Будет прекрасная ботва, и под кустом ничего, и так далее. И смотрите, вот у нас период, вот этот, который мы начинаем 16 июня, и затем у нас очень хороший период близнецов 23 и 24-25. Это июнь месяц. Почему я хочу обратить ваше внимание на такие важные вещи, почему мне не нравится посадка картофеля в июне. Посмотрите, я сделала вот такую картинку, схему. И что происходит у нас в июне месяце? Очень серьезная ситуация с высокими температурами. Посмотрите, Марс, который дает очень большую жару в июнь месяц и до 5 июля. Юпитер 2 месяца, июнь-июль в Овне. Ну, естественно, в июле, с 21 июля у нас Солнце во Льве. Это очень жаркое время. Смотрите, наслаиваются вот эти энергии. И получается, что очень будет жарко. Ветер даже будет у нас хороший, потому что у нас, видите, в Водолее Сатурн. И причем ретроградный у нас 4 июня. Тоже очень неприятная ситуация. Да, у нас, смотрите, казалось бы, Нептун в рыбах находится, но с 28 июня он ретроградный. И эта ретроградность, вот то, что мы наблюдали с несколько лет, дает всегда отсутствие осадков. И в сочетании вот эти все энергии дают летом очень редкие какие-то осадки в виде града, чаще всего это бывает, к сожалению, и очень высокая температура. Это просто зной будет стоять. А картофель не любит, когда вот такая жара. Видите, у нас особенно наслаивается вторая часть июня, да, это у нас и Марс, и Юпитер. Вот, и июль месяц, смотрите, это очень жаркое время, когда Солнце во Льве находится. Поэтому я очень хочу вас попросить прислушаться к моим рекомендациям
Это для тех, где уже установится тепло. Давайте вернемся к маю месяцу. Смотрите, с 11 мая, по крайней мере, я наблюдаю погоду в нашем регионе. У нас, получается, после 11 мая уже устанавливается прекрасная погода, теплая погода. Вот этот период холодных ночей, вот он уже завершается. Юпитер, видите, в рыбах был. Венера в начале месяца мая была тоже и в рыбах. Марс был в рыбах. Вот это давало нам вот эти холодные ночи. Плюс Нептун в рыбах был. Телец дает холод, Водолей и сильные ветра. Вот и все вместе. Солнце в Тельце, все это вместе вот давало такую нам температуру, холодные ночи. И вот с 11 мая начинается тепло. Смотрите, какая красота. И Венера, и Юпитер, и Марс до конца месяца будут находиться в прекрасных теплых знаках, горячих знаках. Это горячий знак называется Овен. И, естественно, если в этот период высадить картофель, вы получите хороший урожай. Ваш картофель успеет в начальной стадии прорасти, далее развиваться хорошо до особо большой жары. Поэтому я возвращаюсь назад к агрогороскопу посадки картофеля в мае месяце. Посмотрите, вот здесь идеально у нас есть периоды. Вот 18 мая можно в Козероге и в конце месяца в Тельце. 18 мая с 16 часов до конца суток, 19 мая все 24 часа, 20 мая с 0 до 14 часов. И конец месяца. Подтянитесь, подготовьтесь. Мы бывало такое, что за пару часов высаживали, но заранее делали эти борозды, закладывали все, что нужно, и только в этот благоприятный период выкладывали картофель в лунки и закрывали землей. Поэтому у вас есть возможность вот такая в Тельце еще в конце месяца мая, 27 мая с 10 часов до конца суток посадить картофель и 28 мая с 0 до 14 часов. Предостаточно времени для того, чтобы вы получили хороший урожай. Смотрите, убывающая луна, и здесь очень хороший солнечный знак. И солнечные дни, все здесь прекрасно. Видите, у нас здесь знак Тельца в Козероге, сочетание очень хорошее 18, 19, 20 мая. Ну и здесь у нас уже начальная стадия Близнецов и Телец, Луна в Тельце. Очень хорошо, пожалуйста, прислушайтесь к этим рекомендациям, посадите картофель вот этот период. Вы знаете прекрасно, что я всегда открыто и совсем с открытой душой и от всего сердца вам даю советы, потому что мне очень хочется, чтобы у всех вас были хорошие урожаи. Идет очень сложный год, нет времени для испытаний, экспериментов. Сейчас нужно использовать опыт и знания, которые дали хороший результат. Причем не только у нас, а вот последние 3 года я веду анализ. Те, кто использует вот эти рекомендации, всегда прекрасный результат получают. И этого мы вам желаем. Как видите, у нас получился завершение вот этот агрогороскоп на май месяц. Я, видите, его наконец оставила. И доказательство тому, что до конца месяца, смотрите, прекрасная погода уже установится. Она буквально с 12 мая уже пойдет очень хорошо. А здесь вот у нас такая уже июнь-июль, довольно-таки знойная, жаркая погода. И мы должны с вами вот этот агрогороскоп пересмотреть и выбрать вот этот период конца мая месяца для того, чтобы посадить картофель, получить замечательный добротный урожай. Ну вот все равно, если кто-то поздно высаживает, пожалуйста, вот этот агрогороскоп, это на... Вот видите, из-за волнения я даже этот агрогороскоп допустила ошибку, но ошибка только в одном слове, а в действительности это действительно даты июня месяца. Вы уж простите. Ну что ж, второй хлеб, очень важный будет этот хлеб для каждой семьи. Мы это понимаем и подсказываем вам лучшие варианты. А мы это авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. Прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Пока-пока, будьте все здоровы и
хорошей вам, добротной погоды для получения хорошего урожая. Не перестану уставать и желать вам этого. Пока-пока.